Китайские автомобили активно завоевывают мир, предлагая невероятные технические решения за весьма скромные деньги. Но в чем подвох? Ведь есть мнение, что делают их из металла толщиной с фольгу и фанерного листа, чтобы снизить стоимость. А при малейшей аварии или кочке ваш премиальный китаец попросту развалится. Но так ли это на самом деле? Я собрал самые показательные краш-тесты, а в конце покажу, что случается с народным любимцем Cherry Tiggo, если он столкнется с препятствием. Важно уточнить, что в мире существует несколько основных методик по оценке краш-тестов автомобилей, и, соответственно, сертификация машин проходит там, где автомобиль планирует продаваться в основном объеме. Китай не стал исключением, решив сделать свою собственную сертификацию – C-NCAP. За время своего существования с 2016 года Китай усовершенствовал методику краш-тестов, приближая их к стандартам европейского Евро-NCAP. Эти испытания неоднократно модифицировались и усложнялись, однако оставались основным инструментом оценки безопасности автомобилей. Сейчас китайский аналог C-NCAP проводит тесты, аналогичные европейским, но все же существуют отличия в подходе. Организация C-NCAP оценивает три ключевых аспекта – безопасность водителя и пассажиров, защиту пешеходов и эффективность систем активной безопасности, в то время как европейские стандарты также включают тесты на защиту детей. Различия существуют и в процессе проведения краш-тестов, а также в условиях их осуществления. Например, в Европе чуть выше скорость, на которой происходит боковой удар. Есть оценка лобового столкновения, а не просто удара об препятствие. Но в целом, сейчас уже нельзя сказать, что Евро-NCAP значительно сложнее, чем китайский аналог. Они просто немного разные, поэтому среди автомобилей, которые я сегодня покажу, будут европейские и японские марки, знакомые нам всем, чтобы была возможность сравнить. Премиальный бренд из Китая Voya, принадлежащий государственной корпорации Dongfeng, дебютировал на мировом рынке буквально недавно. В настоящее время этот автопроизводитель представлен электрическим кроссовером Free и минивеном Dream. Эксперты после проведения испытания C-NCAP выдали Voya Free высокий общий балл безопасности, составляющий аж 92,3%. После всех испытаний. Электрический кроссовер 2021 года выпуска получил оценку безопасности на уровне 94% и 39% для защиты водителя и пассажиров, 75% и 9% для защиты пешеходов, а работу электронных вспомогательных систем эксперты оценили на удивительные 100%. Выше просто некуда. Результаты тестирования позволили модели заслужить 5 звезд безопасности. В отчете отметили минимальный риск получения травм водителя и пассажирами в случае столкновений различного характера. Этот успех Voya Free в сфере безопасности полностью разрушает стереотипы о ненадежности китайских автомобилей и их вспомогательных антиаварийных систем. Но тут и хочется уточнить, что стоимость автомобиля соответствующая. Базовая комплектация стартует практически с 8 миллионов рублей, что вполне соответствует тем же кроссоверам от немецких автопроизводителей, правда, на бензине. А это машина, которая уверенно ворвалась на рынок кроссоверов, предлагая лучшее соотношение цена-качество. Но все ли с ней нормально на самом деле? Китайская компания Geely начала принимать заказы на свой флагманский кроссовер Manjaro в марте 2023 года. Однако некоторые дилеры уже начали самостоятельно импортировать эту модель с конца прошлого года. В Китае эта модель известна под названием Xingyue L и успешно прошла испытания в местных краш-тестах, получив максимальный рейтинг 5 звезд безопасности. Несмотря на это, были выявлены некоторые замечания по поводу этой машины. В рамках краш-теста участвовал автомобиль 2022 года выпуска с 2-литровым турбированным Volvo, самая популярная комплектация на текущий день. Защита водителя, пассажиров и детей на заднем сиденье была оценена на достойные 89% 49%. Оценка безопасности пешеходов составила 76% и 81%. А работа систем безопасности автомобиля была оценена на уровне 82% и 0,01%.
Анализ результатов, полученных в ходе тестирования с помощью краш-манекенов, выявил средний риск получения травм грудной клетки у ребенка, находящегося на детском сидении при фронтальном столкновении с несминаемым барьером при скорости 30 миль в час. Хоть и звучит так себе, но это вполне достойный результат. При фронтальном столкновении автомобиля с 50% перекрытием на деформируемом препятствии аналогичные травмы могут получить водитель и пассажир сзади. Для пешеходов наибольшую опасность представляют боковые стойки и область капота автомобиля. Эти недостатки, выявленные в ходе тестирования, должны будут быть учтены в ближайшем рестайлинге модели для повышения ее безопасности на дорогах общего пользования. Если вам трудно воспринимать информацию о китайских автомобилях в рамках местных краш-тестов, то вот автомобиль, который знаком всем и пользуется спросом во всем мире. Кроссовер Honda CR-V в Китае производится на совместном предприятии Honda Motor Company и Dongfeng Motor Corporation. В тестах ASEAN NCAP была протестирована полноприводная модификация этого автомобиля с 1,5-литровым бензиновым двигателем мощностью 193 лошадиных силы. В ходе испытаний Honda CR-V заслужила достаточно высокие оценки экспертов – 90,7% за защиту водителя и пассажиров. Как и в случае с Geely, тут тоже тестировали защиту детей – 80% и 56% за безопасность пешеходов и 88% и 9% за работу систем безопасности автомобиля. Анализ, проведенный на краш-тестах с манекенами, выявил достаточно средний риск получения травм грудной клетки задним пассажиром и головы ребенком, находящимся на детском сидении при фронтальном столкновении с несминаемым барьером на скорости 30 миль в час. Итоговая оценка – 5 звезд безопасности, что означает максимальный балл. Но в целом тут никто и не сомневался. И, как вы можете понять, Honda не так далеко ушла от Geely и других китайцев, если сравнивать их общий балл в одной системе тестирования. Но не все китайские автомобили получают 5 звезд безопасности. Новинка из Китая для мирового рынка Liftback Chang'an UNI-V также прошла через краш-тесты CNCAP. При этом безопасность этой модели была на 4 звезды. В рамках тестирования машина получила 80% 26 за защиту водителя и пассажиров, а безопасность пешеходов была оценена на уровне 69% 23, что и подвело общий средний балл. Работа систем безопасности китайского лифтбека была оценена на уровне 83% 92, что даже выше, чем у японской Honda CR-V. Главной проблемой, выявленной в тестах, стало то, что при фронтальном столкновении с неподвижным препятствием существует повышенный риск серьезной травмы головы у ребенка, находящегося на заднем сиденье. Но не пугайтесь, большинство детских кресел решают эту проблему. Также есть повышенный риск получения травмы груди для заднего взрослого пассажира при боковом столкновении с деформируемым объектом. Однако система аварийного торможения была оценена экспертами как надежно работающая, получив высокую оценку со знаком «плюс». И самое радостное, что цена на эти автомобили стартует с 2 миллионов рублей, в отличие от машин, про которые я рассказывал выше. Это достаточно бюджетный и конкурентоспособный вариант. Но давайте поговорим про современные электрички, которым пророчат великое будущее. Четырехдверный электромобиль BYD Seal дебютировал в Китае в марте 2022 года. Этот автомобиль, позиционирующий себя как конкурент Tesla Model 3, оснащен 530-сильной двухмоторной электрической установкой. Интересно, что эту экзотическую новинку можно купить практически по всему миру. Кроме того, результаты китайских краш-тестов говорят о том, что нет необходимости сильно беспокоиться о безопасности этого автомобиля. Эксперты оценили защиту водителя и пассажиров на уровне 92% 27. Правда, безопасность для пешеходов составила всего 66% 75. Системы помощи автомобилисту, способствующие безопасному вождению, получили высокую оценку 92% 97. Тем не менее, были выявлены определенные недостатки. Особую опасность для водителя представляет боковой удар, при котором возникает серьезный риск получения травмы грудной клетки.
Но самое главное, что BYD Seal не воспламеняется как Tesla в случае столкновения. По крайней мере, таких инцидентов за 1,5 года не было ни разу. Да и стоимость вполне приемлемая. Машину можно найти от 3 миллионов рублей при вполне себе адекватной комплектации. Но может возникнуть обманчивое впечатление, что каждый китайский продукт – верх качества и надежности. К сожалению, это далеко не так. Например, кроссовер Skyforce EV6 получил крайне низкую оценку безопасности, равную всего 1 звезде по результатам испытаний. Причем эта модель достаточно популярна по всему миру, просто торгуется под разными названиями. Самое забавное, как результаты краш-теста прокомментировали представители компании. Они заявили, что автомобиль, который проходил C-NCAP краш-тест, был тестовым образцом. А вот в продажу пошел другой вариант, который намного надежнее и безопасней. Но что им мешает пройти тестирование еще раз, чтобы развеять опасения покупателей, непонятно. Skyforce EV6 получил всего 38% и 45% за безопасность водителя и пассажиров, практически провалив все этапы краш-тестов. Показатели, полученные от манекенов, показали высокие риски различных травм для водителя и всех пассажиров во всех модулируемых сценариях столкновений. Зато для пешеходов все гораздо лучше, целых 61% 46%. Получается, что если тебя переедет это чудо, то даже больше шансов выжить, чем если сидеть внутри него. Кроссовер Nissan X-Trail – модель, которая популярна абсолютно во всем мире. И она также производится и на китайском заводе Dongfeng Nissan, а значит подлежит обязательной сертификации C-NCAP. Для нас эти значения будут показательными, ведь многие боятся китайских автомобилей, а тут есть возможность наглядно сравнить безопасность в равных условиях. Вы же не думаете, что для себя китайцы клепают ухудшенную версию X-Trail? И правильно, китайская версия автомобиля в краш-тестах уверенно получает 5 звезд безопасности. Результаты тестов показали оценку безопасности водителя и взрослых пассажиров на уровне 89% и 0,04%, безопасность для пешеходов 70% и 26%, а эффективность работы электронных вспомогательных систем 84%. Как можете понять, в сравнении с Geely или Voya, это даже немного хуже в плане безопасности, что очень показательно. Но мы в основном рассматривали кроссоверы, которые уверенно захватывают автомобильный рынок. А как дела с бизнес-седанами? Бизнес-седан Hongqi H5 из Китая, одноклассник Mercedes-Benz E-класса и BMW пятерки, успешно прошел китайские краш-тесты, получив высшую оценку «Отлично» и 5 звезд безопасности. Степень защиты водителей и пассажиров была оценена на уровне 89% и 48%, для пешеходов 74% 18%, а работу электронных ассистентов автомобиля оценили на уровне 93% 38%. Несмотря на высокие оценки, эксперты зафиксировали повышенную вероятность увечий для людей, находящихся внутри машины. Так, при фронтальном ударе с несминаемым барьером могут пострадать взрослый пассажир и ребенок на задних сиденьях, с получением травм груди и головы соответственно. При аналогичном столкновении с движущимся объектом существует средний риск получения травмы ноги у водителя. Но в целом автомобиль не хуже своих одноклассников, даже если посчитать, что китайский краш-тест проще, чем европейский. 5 звезд – это результат с большим запасом надежности. А как дела с действительно быстрыми китайскими машинами? Электрический седан NIO ET7 продемонстрировал выдающиеся результаты в испытаниях C-NCAP, получив оценку в 5 звезд. Но это еще не все. Китайцы прошли и европейскую сертификацию Euro NCAP, которая подтвердила столь высокий результат. Это действительно безопасный и безумно красивый автомобиль, не говоря уже про потрясающую мощность в 700 лошадиных сил. Организаторы испытаний оценили безопасность водителя и пассажиров на уровне 88% и 18%, других участников дорожного движения на уровне 77% и 15%, а электронным помощникам поставили оценку 91% и 44%.
Эксперты особо отметили очень низкий риск получения травм водителям и пассажирами при различных сценариях столкновений. Эти результаты подчеркивают высокий уровень безопасности в стандарте C-NCAP, вопреки мнению, что китайцы сами себе рисуют звезды. Опять же, если сравнивать с теми же европейцами, электрокар Volkswagen ID.3 для китайского рынка получил аналогичные 5 звезд в краш-тестах, как и электрокар NIO. Основная замеченная проблема, отмечаемая экспертами, заключается в высоком риске получения травм груди и живота у водителя при фронтальном столкновении. Однако, помимо этого, других значительных проблем у машины, выявленных организаторами испытаний, не обнаружено. В итоге автомобиль получил высокие оценки – 89% и 32% за защиту водителя и пассажиров, а также 85% и 98% за работу системы безопасности автомобиля, что даже ниже, чем у китайского собрата. Так что делайте выводы. Ну и, как обещал, давайте поговорим про народного любимца Chery Tiggo, ведь этот автомобиль продается просто огромными партиями по всему миру, благодаря своей бюджетной цене и жирной начинке. Испытания на прочность кроссоверов Tiggo 4 и Tiggo 7 Pro были проведены еще в далеком 2015 году. Согласно результатам, компактный городской кроссовер Tiggo 4 набрал 86,9% от максимально возможного результата. Тем временем, самый популярный китайский кроссовер Tiggo 7 Pro прошел испытание с еще большим успехом, набрав 92% от максимально возможного числа баллов и получив заветные 5 звезд, став абсолютным лидером C-NCAP. Этот автомобиль получил максимальные результаты в боковом тесте, а также достойные показатели во фронтальных и задних краш-тестах. Флагманский семиместный кроссовер Chery Tiggo 8, ориентированный на семейное использование, подвергался более жестким критериям 2018 года. Лучший результат был достигнут во фронтальном краш-тесте с частичным перекрытием – 75% от максимально возможных баллов. Общая оценка краш-тестов составила 85% от максимального числа баллов, что также соответствует 5 звездам безопасности C-NCAP. В феврале 2023 года самый большой кроссовер Chery Tiggo 9 тоже успешно прошел испытания безопасности, причем сразу по китайскому и европейскому стандарту. Говорить о том, что китайские машины небезопасный хлам, неправильно. Это большое заблуждение, ведь практически все самые популярные модели с легкостью проходят испытания надежности и безопасности по самым строгим методикам оценки. А вы знаете, какие результаты показывают самые популярные китайские автомобили в краш-тестах? Разваливаются? Смотрите в нашем новом ролике. Как думаете, сколько звезд надежности набирает в краш-тестах Chery Tiggo, который так популярен? Смотрите в нашем видео. Если сравнивать Honda и Geely, то какой автомобиль будет надежнее при лобовом столкновении? Покажем в нашем новом видео.